Голодная львица нашла беспомощных щенков, но вместо того, чтобы убить их, она сделала нечто, что нарушило все законы дикой природы. Львица медленно шла сквозь высокую траву, изнемогая от голода и усталости. Солнце только поднималось, окрашивая саванну в бледное золото, но для нее в этом не было ни красоты, ни покоя. Она не спала с рассвета, шла по следам, которые исчезали, ловила запахи, которые растворялись в жаре. С каждым шагом силы уходили, дыхание становилось тяжелее. Это была не обычная обходка территории, это была отчаянная охота. Ей нужна была еда и скоро. И вдруг она услышала звук. Сначала почти неразличимый, как часть ветра. Львица замерла, повернула уши, вслушалась. Затем медленно двинулась к кустам у неглубокой впадины. Там появился другой запах, слабый, но ясный – молоко. Внутри лежали щенки. Совсем новорожденные, слепые, дрожащие, сбившиеся в кучу на голой земле. Они едва двигались, тихо скулили, тратя последние силы. Рядом не было ни матери, ни следов защиты. Львица остановилась над ними. Это должен был быть конец. Она наклонилась, обнюхала их одного за другим. Запах жизни был сильным, теплым. Щенки задрожали сильнее. Она открыла пасть и осторожно взяла одного за шкирку. Затем второго, потом третьего. Но она не сжимала челюсти, не рвала, не убивала. Ее движения были точными и мягкими. Закончив, она просто повернулась и пошла прочь. Она несла их через саванну медленно и уверенно, не к месту, где можно поесть, а туда, где было прохладнее и безопаснее. Найдя густые кусты у камней, она аккуратно положила щенков на мягкую землю. Они снова прижались друг к другу. Львица легла рядом, закрывая их своим телом от открытого пространства. Она начала осторожно вылизывать их, очищая от пыли. Она не кормила их и не относилась к ним как к своим детенышам, но и не оставляла. Она была голодна. Боль внутри не исчезла, но она осталась. Через некоторое время в воздухе раздался знакомый звук – смех гиен. Львица поднялась и встала перед щенками, закрывая вход в укрытие. Когда силуэты показались в траве, она зарычала. Гиены приближались, проверяя ее. Одна рванулась вперед, и львица мгновенно бросилась навстречу. Ее рев разорвал тишину. Гиены отступили, сбились в сторону, потеряли уверенность. Несколько минут они кружили, но так и не решились подойти. В конце концов, они ушли. Львица вернулась к щенкам и снова легла рядом. Силы покидали ее, но она не уходила. Позже появилась мать. Худая, осторожная, она вышла из травы и замерла, увидев львицу рядом со своими детенышами. Они смотрели друг на друга, не двигаясь. Затем собака сделала шаг, потом еще один. Она дрожала, но не убегала. Львица не напала. Она медленно отступила, освобождая место. Щенки слабо заскулили, почувствовав мать. Та бросилась к ним, начала вылизывать, прижимать к себе, будто боялась, что они исчезнут. Их звуки изменились, в них больше не было страха. Львица стояла в стороне и смотрела. Потом отвернулась и пошла прочь в открытое поле. Голод остался с ней, но в тот момент он больше не был главным. Саванна снова стала прежней, будто ничего не произошло. Но выбор уже был сделан. И в этот раз победил не инстинкт, а нечто тише и сильнее.